jsem vždycky velký oči měla, co svedli ostatní, já 10krát líp jsem zvládnout chtěla. A žádná z hor vysoká nebyla, abych jí bosá nepokořila. Немного Генуэзской набережной с лайнерами. Ой, с лайнерами. С лайнерами. А вот. Обалдеть. Тут очень здорово. О, как коптит. Собирается куда-то отчаливать. Угольку подкинули в топку. Угольку подкинули в топку. Самое главное, что набережная вибрирует, дрожит. Неизвестно. Он работает, а набережная вибрирует. Еще одно замечание. В Италии не кормят с 12 до 7 вообще. Не работает ни один ресторан, все закрыты. Хорошо есть турки, которые кормят кебабом. Пришлось пойти и наесться кебаба. Здесь очень-очень тепло, здесь 26 градусов. И все еще цветут. Я так понимаю, это олеандры. Вот такая прелесть. Вот красота такая вдоль набережной. Ну и мои там такие красивые где-то идут. А, как же классно, тепло, светло. Наелись. Сейчас пойдем посмотрим на пляж. Ну как пойдем? Поедем. Офигеть, как классно. Очень красиво. Только очень круто в гору. А это самая Святая Мария в ракушке, да? Или как ее? Дева Мария в ракушке. А там вообще... Сейчас, секунду. Какой кактус. Обалдеть. Как же здорово. Тут море. Нет, мама идет неправильно. Мама идет просто на море поглазеть. Какая красота. Вообще. Совсем другой климат. Совсем другие растения. Какие улички красивые. Домички. Класс. На самом деле мы ходим, ищем пляж. Такой замок. Самый распространенный вид транспорта. Домохозяйки на нем ездят. Дырчики эти. Замок красивый. Такая улочка. Обратный подъем, да, я уже предвкушаю, это точно. Красиво. Лестница просто обалденная. Не знаю, мы только что сделали марш-бросок вверх, теперь марш-бросок вниз. Еще придется возвращаться. Будем пересматривать зимой и кайфовать. Мне шведская барашка белая. Nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít, v noci jít spát. To jsou mý přání, dost mám do bývání, teď je na čase být. Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít, v noci jít spát. To jsou mý přání, dost mám do bývání, teď je na čase být. Od svýho života
jsem jen sotva mohla čekat víc. Туристический базарчик перед чем, господи, перед музеем моря. А, это так прикольно. Я 100 лет такого уже не видела. Немного вида на маяк. И мы идем на Галеон. Там впереди его чуть-чуть видно. Шикарный вид снаружи. Шикарная Люба в шляпе. И Галеон. Сейчас будем смотреть, нужны ли билеты. Против солнца, конечно, ужасно снимать. Ой, солнце. Класс. Говорит, что он сюда приплыл из Канн своим ходом. То есть он полностью на плаву. Галеон. Сделали его для съемок фильма. Галеон Нептун, 1672 год. Но это, конечно, уже... Выдумано. Нет, это не выдумано. Это именно с этого галеона сделана копия. Это Модель. Это оригинал, короче, Галеон Нептун. Как называется пушечное отделение в корабле? Пушечное отделение в корабле. О, кто-то это склянки отбивает. Лафеты такие интересные. Интересно, они такие и были, да, наверное? Куда? В каюту, наверное, да. Там капитанская каюта. Я не фоткаю людей, я пытаюсь подняться и не убиться. Нет, так не получится. Ну, тут, конечно, полно туристов. А верхние пушечки поменьше. отдача все равно большая. Не, ну конечно. Ощущение какое на пушках интересное. Вообще, так по ощущениям, он просто большой. Очень-очень большой. Огромный. Интересно, сколько была команда на таком корабле? Такие детали интересные. Ну, обычно так. Нет, нос вот, Люба. Мне очень нравятся вот эти всякие милые детали. Мне тоже они такие классные. То есть тут везде на этих самых. Насколько я знаю, на всяких кораблях старинных так и было. То, что они верили, что им всякие чудища, юдища. Это нет, это для съемок фильма «Галеон» сделали по этим самым, ну, как бы. Про пиратов. Люба решила тоже отбивать склянки. Давай. А вот там, я так понимаю, да, вперед смотрящий, который кричал «Земля!» Ну или там «Пираты!» Об этом подумала, но у меня не включился телефон. Да, это 15 человек на сундук мертвеца. Вот он, сундук с двух сторон. А там колокол большой, я не знаю, вот тот вот отбивал склянки. А вот этот, наверное, что-то прям грандиозное отбивал. Да, матросы были маленькие, лазили как обезьян. Или вон смотровая, я вот не уверена. Там, по-моему, тоже они сидели. Один смотрел вверх, вперед, другой. Один, да. Ну что, можно посмотреть на корму? Здесь, кстати, очень интересная еще вот эта штука. Да, мы сейчас посмотрим, штурвал стоит. Ну, мне казалось, что на носу, но видишь, оказывается, здесь. А, это якорь, спускать и поднимать якорь. Здесь тоже каюты должны быть, но они закрыты. Нет, там есть. Вот как бы мне кажется, что вот тут была каюта капитана. Сейчас поднимемся еще наверх. Не быть Любе моряком, она без перил даже подниматься боится, даже с перилами боится. Здесь тоже вот Мачта? красивые детали. Да, это мачта. Там тоже каюта. Вот мачта. Вот мачта, да. Мы на нее смотрим. А вот тут огонь разжигали, я так понимаю, да? Это вот сигнальные огни. Да. Задние пушки. Ай! Корма задрана как сильно. Красиво. Да, там флаг. Куча фотографирующихся детей, как всегда. Не выключается. Тебе.
Морячка Катя. Давай сюда его, я отсюда сниму. Офигенный вид с корабля. Он, кстати, очень высокий, но я не знаю, но это же и на 9 так есть. Да, если не больше. По сравнению с водой он очень высоко. Сделать, ну можно посмотреть, это ж... Да, это ж муляж. Вот по этой штуке, представляете, вот по этим штукам они лазили туда наверх. Капец. И он полностью на плаву, я не знаю, рассказывала я на видео или нет, его сделали для съемок фильма, он долго стоял в Каннах, но так как его сделали по заказу, я буду море снимать еще, ну или корабль, по заказу Италии, он своим ходом сюда, в Италию, пришел. Доплыл. Нет, плавает известная субстанция, корабли ходят. Я хотела показать другое. Вот видно, что на уровне, ну где-то 6 этажей, да, вот это если там человек за бортом, они вот так вот прыгали в воду. Нет, телефон не высовываю, я за ним не прыгну. Телефон за бортом. А это каюта капитана с набитыми трофеями. А это тот самый ром, который они распивали. На самом деле порох там видно. Тут там много чего видно, но невозможно снять, потому что это все за стеклом и много людей. Там даже капитан есть, если присмотреться хорошо. Я не знаю, получится ли его снять. Получится, я думаю. Вот украшения тоже на пушках, все пушки были украшены. Сейчас просто маркером пишут там, а раньше вот Тоже с гербами. украшали гербы, да, принадлежность пушек. И трофеили точно так же, как и сейчас трофеят. На старых кораблях всегда была вот такая, и они за ней ухаживали, потому что они считали, что это приносит удачу в плавании. И вот это, и всякие девы вот там впереди, или ну, в общем, на носу. Всегда было хорошо сделано. Не выключается, видишь? Для носовых пушек отверстия. Или просто иллюминаторы. Потому что... Это для пушек. Но мне кажется, что если так выстрелить, можно Нептуну как раз ягодицы отстрелить. Ну подожди, его там не было. А эта пушка, она просто, она нечеловеческого размера, да, я не знаю. Ну, меня поставь. Давай, вот встань. Огромадная просто, просто огромадная. И тоже вся украшена. Здесь орудовал кок. Здесь готовили жрать. Самое интересное, что они жили вот здесь, в этом отделении. У них были натянуты такие люльки подвесные. Здесь. У них были натянуты подвесные люльки, и они здесь спали. То есть это ну прямо вот как большой хороший город. Оно огромного размера пространства. И мне пойду читать, сколько было. А здесь, я так понимаю, хранился запас продуктов, жили курицы и всякое такое. Да, смотри. Судя по тому, что тут... Да, там продукты. Ну, муляжи тоже. О, скелет. Скелет. А, там еще скелет хранился. Пленники. Там... Тут пленники, смотри, он прикован. Тоже на пленники еду, были. наверное, его. Да, че нет. Когда заканчивались... Я не знаю, как это снять, я пытаюсь. Сейчас. Это пыточная, мама. Или это, да, тюряшка была. Тюряшка. Смотри, там дальше видно тоже, что там тюряшка. Его пытали, то есть. Там есть еще какое-то помещение служебное, наверное. И там вниз еще есть помещение, но нас туда не пускают туристов. Или мы не нашли. Нет, туда не Туда пускают. нельзя, я думаю, смотри на него. Здесь, да, какие-то вот прямо... Может быть... Телескоп, что ли? Это похоже на телескоп. Но я не уверена, что это он, я отсюда не Инструменты достаю. какие-то. Куча инструментов всевозможных, но нас туда, к сожалению, не Дырка в полу, пускают. кстати. Внизу я вижу, что там запарковано. И ядра. Одно ядро. Одно ядро. Люба называла его пушечным снарядом изначально. Ну а что я должна знать? Теперь знаешь. Пошли к якорям. И видно пристань. Да, смотреть на Геную из этого, из пушечного отсека. Я хотела снять тут очень красиво украшенные люки, но я вряд ли это смогу снять. Вот как-то так только. С этой стороны тоже приготовление еды. Смотри. Сейчас посмотрим. Я вижу только твою шляпу. Шикарную. Это тюряшка, да. Судя по окошку, это была тюряшка. Я не могу снять, что внутри. Телефон не очень берет. Тюрьма внутри. Быт, так сказать, пирата. Ну, не обязательно пирата. Это же не только пиратские суда были.
Да, я вот не снимала. Это история корабля «Нептун». На всех языках можно сделать стоп-кадр, почитать. С развлечением тоже у народа было все в порядке. С бухлом. Это, кстати, амфоры, наверное, да. И арфа. Бира? Бира. Вот как эти закрывающие пушки, щиты выглядели. И он, я сразу покажу, ай, страшненько, он стоит на воде. Вот такая красота. Сейчас попробую его обойти. Это на корабле набита посадка. То есть, если он садится ниже 28 футов, то там надо скидывать чего-нибудь, да, или еще что-то, или он перегружен. Я хотела снять рыбок. Надеюсь, их там видно. Сбоку. Нет, это не шлюпка. Корабль постоянно, он же был деревянный, он постоянно нуждался в ремонте. Сейчас люди отойдут. Что там? Снимай, там будет больше. Сейчас. И эту платформу кидали вниз, корабль шел своим ходом, и с этой платформы осуществлялся текущий ремонт. То есть его же постоянно подремонтировать надо было. Вот он сбоку, красавчик. Не могу его весь снять. Высокий, красивый, класс. Вот такой Нептун на галеоне. Ну, его как бы не снимешь откуда-то. Я и так отошла. Мне перегревается полностью телефон. Очень жарко, и мой телефон не выдерживает такую жару. И вот он сбоку, красавчик. Вот там сбоку еще, я так понимаю, офицерские палубы. Но нас туда не пустили. Врачи всякие, да. Может быть, кто-то путешествовал в этих каютах. То есть раньше же тоже путешествовали. Но нас туда не пустили. Мы недостойные. Очень красивый. Боже, какой же он красивый. Почему сейчас люди не делают такую красоту? Делают... Современный. Нет, современный корабль, он практичный, но он некрасивый. Ну, с точки зрения, с точки зрения эстетики. А где якорь ты видишь? А, вот висит якорь, да. Ну, чтобы нормально держал корабль. Это в двухкратном увеличении. Вот для того, чтобы понять, Люба мне натолкнула на мысль. Всякие романтичные истории про соседей, которые в домах напротив. Даже вот Кая и Герда, кстати, там же они жили, у них были окна напротив, и они по палке переходили друг к другу в гости. Вот, я сейчас попробую снять увеличение. Сейчас. Вот как эта улица, вот не сомневайтесь, вот эта улица выглядит в нормальном виде. Я только поинтересовалась, где же местные жители покупают себе еду. И, в общем-то, вот мясной, вот в таком классном доме. Тут тоже что-то было классное. И вот как бы фруктовый. Мы в нем купили водичку. Мальтийские рыцари назвали остров, который в Праге, Кампой. Вот он, Кампо. Остров. Кажется, потому что мы были не правы. Нет, если кажется, что не остров, но все равно название-то есть. Чего там Юлий Цезарь? Юлий Цезарь, дочерей, perditissimei hominis, in famis memoria, qui in Republica conspirasit, Памятник Юлию Цезарю. Я так предполагаю, что тут должен был быть фонтан. Но, увы. Вот это меня умиляет. Вот это висящее белье, оно везде висит. Везде. И водят экскурсии. Очень жарко, и мы просто свернули, и вот куча мелких магазинов, всяких разных, где все на свете продается. Вот прям по улице магазины. И улица такая красивая. Они буквально, да, в каждой дырочке есть какой-то магазин. И улица очень красивая. Фрукты. Вот это похоже на корейские огурцы, но я не уверена, что это они. Сейчас сниму. А это, да, это непонятно, это то ли огурцы, то ли тыковки. Арбузики. Это арбузики маленькие. Маленькие? Да. Надо будет обязательно попробовать. Если я Ну, в общем-то, фасоль, это окра. Окра очень вкусная штука. А это, я так понимаю, на любис так похоже, но только что это? Я не знаю. Я не знаю, это во всей Италии так, или это только в Южной. Но вот в Лигурии, где бы мы ни были, вот такие ставни, да, домики со ставнями. Так прикольно. Все старые, ну, стекляшки новые, понятное дело.
Но все старые дома, или те, которые под старину косят, они все вот с такими, как это называется, господи, ставнями. Пальцы, кстати, в Италии очень неинтересные. Милые, между прочим. Ну, они милые, но в Праге они намного лучше. Мы вышли на это здание. Мы плохо подготовлены к поездке. Так что мы будем прямо по ходу дела смотреть, где что находится. Некоторые вещи мы знаем, что мы хотим посмотреть, но некоторые нет. Сейчас посмотрим. Это же как-то нереально. Это нереально красиво. Это надо снимать молча и просто восхищаться. Что я буду делать? Говорить ничего не буду. Это Италия. Ну, чешскую традицию электронных свечек, вот, как настоящие католические, не перенимают. Хотя зря, не знаю почему, но мне кажется, когда это от души, не имеет значения, она просто горит и рано. Горит электрическая. Красота неописуемая. Теперь понятно, почему все ездили. Это итальянская школа, все сюда ездили учиться, смотреть, восторгаться. В костеле Святого Вита точно так же могила расположена. В полу. Красота неописуемая просто. У нас, конечно, тоже очень красиво, но не так торжественно, что ли, как тоже. Это все мрамор, да, потому что, ну, это ж лигурийский мрамор. Даже ковчег мраморный, да. Это все из мрамора. Вот эта штука называется так. Это все мрамор и золото. Надо подойти ближе и снять. Нормально. Красота какая. Какая же красота. Мрамор такой красивый. Офигенный просто. Центральный алтарь.
наверху красиво. Как же это красиво. Это объемно, и тут как-то прям нереально классно. И мрамор везде разный, и везде очень красивый. И исповедальни немножечко другие. Ну, вот в Чехии немножко не такие исповедальни, как в Италии. Тут они сидят как бы, ну, на улице, а я даже не могу это объяснить. Но, в общем, они другие. Я попробую снять Тайну вечери ближе. И очень хочу найти книжку. За что мне нравятся такие города, как Генуя или Прага. Что сворачиваешь куда-нибудь просто на улицу, чтобы сократить путь, и натыкаешься всегда на что-нибудь интересненькое. Это около университета Генуйского. Генуя прямо, это как бы рай для вот таких вот штук. На нем домохозяйки ездят, какие-то дети, я не знаю. Генуя — это же родина Колумба. Вот тут вот такой памятник Христофору Колумбу. И я, насколько понимаю, это главный ЖД вокзал. Как же я люблю всякие такие мутки, кофеин. Это класс. Кнопка для включения светофора. Вот так выглядит. Метро, кстати, достаточно хардкорное. Эскалаторов нет. Схемы я не понимаю. Ну, то есть схема достаточно сложная. Схемы внутри как... вон есть внутри схема. Сейчас посмотрим, какие вагончики. Самое прикольное, что итальянцы продолжают курить в метро. У них нет этих запретов. То есть в метро можно курить вообще без проблем. Метро тут, я так понимаю, не пользуется большим спросом, но все равно интересно, какое оно здесь. Ну, как-то так. Очень коротенькая. Реально безумно коротенькая. Нам одну остановку. Какое-то такое. Метро «Гармошка» одним большим вагоном. Вот так. Очень медленное и безумно шумное. Просто безумно шумное метро. Да, один раз. Сними видео. Не знаю, откуда колокольный звон, но очень красиво. Да.